Всем привет! В эфире Metal Detector! Ну что ж, прошедшая неделя в кои веки была богата на новые релизы в таких зачетных и бодрых направлениях, как рэпкор, нью и альтернатив метал. Так что сегодняшний выпуск будет практически полностью посвящен именно им. Ну и несколько достойных команд, рубящих годный Doom Dead, мы не обойдем стороной. В общем, как говорится, на любой вкус и цвет. Смотрим! Наш обзор открывает молодая, но быстро взявшая разгон банда из Америки. Участники команды жгут качественную и весьма разнообразную смесь рэпкор и альтернатив металл, естественно, активно используя в своем творчестве электронику. Это дебютная полноформатная пластинка парней, состоящая из 18 треков и имеющая общую продолжительность 66 минут, что, согласитесь, довольно редкое явление для альбомов подобных жанров. Характерным отличием группы является использование чистого мелодичного вокала на припевах, что придает звучанию команды некоторую индивидуальность. Третьим полноформатным альбомом, спустя, вы не поверите, 11 лет, порадовала когда-то хорошо зарекомендовавшая себя команда из Штатов. Первый диск был выпущен в 2003, а второй в 2006. Ну а новая пластинка удивила тем, что парни умудрились практически полностью сохранить стиль и общий настрой более ранних альбомов. Вообще, при прослушивании диска создается впечатление, что альбом был записан спустя 3-4 года после второго диска, а издан лишь сейчас. Но как бы там ни было, новая работа музыкантов заслуживает всяческих похвал. Это действительно интересная и достойная альтернатива с элементами нью-метал. Мощная и широкоизвестная банда, представляющая, что неудивительно, вновь Америку, выпустила вот уже 6-й студийный альбом. Коллектив был основан в 90-м году американским рэпером, метал-вокалистом и актером по имени Трейси Лорен Мэрроу, более известным как Ice-T. А вот что касается музыкального направления группы, то тут все сложнее, так как в творчестве команды можно встретить элементы таких жанров, как кроссовер-трэш, рэп-металл, хардкор-панк, альтернатив-металл и не только. Ну а новый альбом получился ярким и запоминающимся, в чем можно было и не сомневаться. Добавлю лишь, что в записи диска приняли участие музыканты из Megadeth, Soulfly и Lamb of God. Второй полноформатный альбом представила на суд публики относительно молодая, но уверенно идущая вперед команда из Австралии. Участники коллектива исполняют самобытную и качественную смесь альтернативы и металкор, нередко прибегая к использованию электроники, что получается у них, кстати, очень профессионально. Новый альбом пропитан красочными, зачастую джентовыми гитарными рифами, качающими ритмами и, разумеется, сильными вокальными партиями. Красивая, местами экспериментальная и оттого еще более интересная пластинка.
А на очереди первая из ранее обещанных Doom Dead команд. Ну а если точнее, то эта суровая банда, представляющая Финляндию, исполняет богатый мелодик Doom Dead Metal с отголосками готики. Коллектив был основан в 2012-м, в том же году выпустил дебютный мини-альбом, а спустя 2 года и дебютный полноформат. Музыка нового альбома группы насыщена интересными гитарными партиями, неожиданными вставками и разноплановым вокалом. Одним словом, это яркая и достойная концептуальная работа, исполненная, кстати, на родном языке. Встречайте юбилейный 10-й полноформатный альбом от легендарной команды, представляющей Штаты. Группа взяла старт в 92-м, а если копать глубже, то в 89-м году. Просто до 92-го команда носила название Laceration и исполняла трэш-металл. Коллектив принято считать не просто легендарным, но и одним из самых ранних американских Doom Dead проектов, активных и по сей день. Что же касается новой пластинки, то по сравнению с предыдущими альбомами ее звучание стало немного мягче, и так называемый чистый вокал стал встречаться заметно чаще. Однако особый шарм, присущий музыке группы, никуда не делся. Это все тот же мрачный, мощный и завораживающий Doom Dead Metal в лучших своих традициях. Дебютным полноформатным альбомом порадовала относительно молодая, но без сомнений перспективная группа из Америки. Изначально проект был собран 2 друзьями, один из которых, Эллен Ригдон, некогда был гитаристом популярной американской группы Era. Позже, в 2015-м, собрав уже нынешний состав из 5 человек, музыканты записали дебютный мини-альбом. Ну а что касается нового студийного диска и жанра группы в целом, то это гармоничный и продуманный прогрессив металкор, главным украшением которого является потрясающий женский вокал. И вновь молодая группа из Штатов, выпустившая дебютную полноформатную пластинку. Эти ребята жгут бодрую и качающую смесь нью и альтернатив металл. Хотя, если вслушаться глубже, в музыке команды можно услышать отголоски модерн хард-рок и не только его одного. В общем, музыканты экспериментируют вовсю, и именно поэтому каждая композиция диска по-своему интересна и уникальна. Ну а особенно хотелось бы выделить работу басиста. Партии этого парня заставляют переслушивать каждый трек не по одному разу. Одним словом, альбом рекомендуется всем ценителям добротной экспериментальной альты. Ну и напоследок еще один достойный дебютный альбом, на этот раз от молодой банды из Беларуси, исполняющей бодрую смесь альтернатив и нью-металл. Команда была основана всего пару лет назад, однако материал дебютной пластинки поражает своим качеством и грамотностью. Такое чувство, что это далеко не первая работа парней. Вывод один. Музыканты уделяют творчеству очень много времени, что весьма похвально. Ведь при таком подходе даже эта дебютная работа уже смело может конкурировать с многими зарубежными исполнителями. Изначально я планировал выделить некоторые музыкальные партии, но после очередного прослушивания диска передумал, так как убедился, что все партии парней отлично продуманы и исполнены, а сам альбом заслуживает высоких оценок.
А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Media Group. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока! Empire!